Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня мы продолжим с вами цикл передач «Поплавочные истории». Как и обещали, в данной передаче мы разберем мачевую ловлю. Непосредственно ловлю на скользящую оснастку. Сейчас мы подробно остановимся на всех тонкостях, элементах, деталях. Разберем от А до Я, так чтобы было всем понятно, с чего начать, как сделать оснастку, что с этим делать и как поймать рыбку. А сейчас я вам расскажу, какие бывают виды мачевых удилищ и что из себя вообще представляет мачевая снасть. Удилища у нас в мачевой ловле используются, как правило, длиной от 3,90 до 4,50. Также катушка, удилище с кольцами, колец в данном случае, чем больше на удилище, тем лучше. Что нам это дает? Нам это дает во влажную погоду. У нас леска не прилипает к бланку, спокойно скользит, и это позволяет использовать поплавки меньшей грузоподъемности. Мачевая оснастка, в свою очередь, делится еще на два подвида. Первое – это ловля с глухим креплением поплавка, и второе – это ловля со слайдерным креплением. Слайдер у нас выглядит вот так вот. Это поплавок, свободно скользящий по леске. Чем принципиальное отличие этих двух способов? Глухое крепление поплавка дает нам более деликатную оснастку. У нас основной вес сосредоточен на самом поплавке, и на леске в оснастке мы делаем минимальную огрузку. 1, 1,5, 2 грамма может быть, используем минимальный подпас. Но нас это ограничивает в глубине ловли. Если мы используем удилище 4,50, значит максимальная глубина, на которой мы сможем ловить с глухим креплением, это около 4,20. Слайдерная оснастка нам позволяет облавливать любые глубины, вплоть до 20 метров, потому что у нас поплавок скользит по леске и фиксируется только стопорным узелком. И этот стопорный узелок мы можем передвигать независимо от длины удилища на любую глубину. Для чего нам нужен стопорный узелок, мы с вами разобрались, а вот как его связать, я вам сейчас покажу. Для этого нам понадобится кусок лески, примерно 0,2, можно 0,22 сечением, сантиметров 30-40. Это не принципиально, мы потом лишнее все равно будем отрезать. К основной леске прикладываем этот отрезок вот такой вот петлей. Зажимаем левой рукой, свободным концом делаем 7-8 оборотов, продевая его вовнутрь петли и обводя нашу основную леску. Почему именно 7-8? Потому что 5-6, если сделаем, узел будет сильно свободно скользить по леске, а если сделаем больше 7-8, то он будет у нас очень уже пережимать основную нашу леску и, возможно, ее испортит. Сделали обороты и начинаем аккуратно тянуть одновременно за два конца нашей лески. Основная леска у нас неподвижна, на месте стоит. Затягивая этот узелок, мы помогаем ему руками. Этот процесс лучше не торопиться, потому что
Узелок мы вяжем один на всю рыбалку, и будет неприятно, если глубина у нас будет из-за того, что мы его связали неправильно, смещаться. После того, как мы связали наш узелок, лишние концы отрезаем, оставляем по 5 сантиметров, для того, чтобы у нас не проскальзывал наш поплавок. Вот такой узелок у нас будет свободно проходить сквозь кольца, не вредя ни кольцам, ни удилищу. Он будет крепко держаться на основной леске и не давать нашему поплавку проскользнуть. Теперь о самой оснастке, как она у нас выглядит. Я сейчас разберу свою, чтобы вам показать. Основная леска соединяется с вставкой из флюрокарбона. Флюрокарбон я использую лично 0,29, мне очень он нравится, он достаточно жесткий и в воде не так отпугивает рыбу, как основная леска. Для чего в принципе нам нужна эта вставка? Самое важное – это жесткость. Жесткость флюрокарбона отличается от жесткости нашей лески и препятствует перезахлестам за поплавок. Для соединения этих двух элементов мы используем вертлюжок. Вертлюжок у нас небольшого размера. Если в номерах это ориентировочно 18-16 номер. Чтобы он у нас свободно вращался, мы на него одеваем силиконовый кембрик, но не до конца, а верхний край оставляем свободным. После этого мы используем большие грузила. Они есть у многих производителей, это не проблема их достать, с прорезью в середине. Они, как правило, идут с цветными кембриками. Эти цветные кембрики мы выбрасываем, потому что они плохого качества. И лишние цветные элементы в воде нам не нужны. Используем обычные силиконовые прозрачные кембрики. Одеваем на этот кембрик грузило, но обязательно нужно оставить верхнее наше ушко вертлюжка свободным, чтобы оно продолжало вращаться. После этого зажимаем грузило и внизу добавляем дробинками необходимый вес, необходимую огрузку нашего поплавка. Вставку из флюрокарбона мы делаем примерно метр. Это все на личные усмотрения, может быть и 80 сантиметров, может быть 1,5 метра. Это уже подбирается как кому удобнее. Эта вставка из флюрокарбона заканчивается подпаском. И еще одним, самым маленьким, который возможно использовать вертлюжком. Почему мы используем вертлюжок? Потому что наша снасть оснащена катушкой. При интенсивном выматывании нашей оснастки происходят вот такие вот перезакруты. Так как леска у нас имеет эффект памяти, любая леска, просто у всех он по-разному выражается, то со временем вот это уже исправить невозможно. Нам приходится менять эти поводки все чаще. Так вот, вертлюжок помогает нам избежать какой-то процент закручивания становится у нас меньше. В конце поводки используем на матч, как правило, длиннее, чем на обычную маховую удочку. У нас поводки 30, 35, 40 сантиметров. Крючки подбираем в зависимости от рыбы. Ну, мой стандарт в 90% случаев я ловлю номерами это 18-16. Ну, только когда мы ловим карпа, это уже крючки 12 номера, 10 номера. Так 16-18 хватает в большинстве случаев. Еще раз повторюсь, основная леска у меня на слайдере это скользящая оснастка 0,2, вставка 0,29. Поводки в зависимости от рыбы я ставлю от 2,08
до 0,12. На карпа это 0,14. Возникает вопрос, почему такая толстая у нас основная леска 0,2. В принципе, для ловли рыбы достаточно меньшего диаметра. Можно ловить и на 0,14, и на 0,16. Но, как правило, в использовании скользящих поплавков идут поплавки тяжелого веса. Это поплавки 14, 16, 20, 25 грамм. И идет очень большая нагрузка в момент заброса. Вот для того, чтобы у нас не было отстрелов, мы и используем лески 0,2 диаметра. С оснасткой мы уже разобрались, теперь переходим непосредственно к промеру глубин. Чтобы четко понимать, где у нас находится подпасок и качественно промерить глубину, как ни странно, но нам нужно сначала перегрузить наш поплавок. Я цепляю дробинки для этого на поводке. Вы можете, чтобы его не портить, этот поводок, прицепить любой отрезок 10-сантиметровой лески. После промера он вам не пригодится, вы его отрезаете и выбрасываете. Мне не жалко поводок, поэтому я цепляю прямо на поводок. Для того, чтобы перегрузить наш поплавок, мне будет достаточно 2 дробинок 8 номера, которые мы цепляем ниже нашего подпаска. Вот так вот это у нас выглядит. Что мы этим добились? Мой поплавок в нормальном состоянии огружен до вот этого положения. Все, что ниже, находится под водой. Эти 2 дробинки 8 номера нам позволяют, чтобы наш поплавок погрузился полностью под воду. После того, как мы сделали заброс с примерно выставленной глубиной, мы смотрим на поведение нашего поплавка. Если он погрузился под воду, значит глубина в месте ловли соответственно больше. И нам нужно наш узелок передвинуть дальше от поплавка, увеличив этим глубину. И так мы этот узелок передвигаем до тех пор, пока поплавок не займет наше рабочее нормальное положение. Как только мы нашли эту точку, этот момент, мы отмечаем нашу глубину на удилище, на леске, чтобы не сбиться в дальнейшем, и отрезаем наш поводок или отрезок лески, переступаем к ловле. Сейчас мы перегрузили наш поплавок, будем делать первые забросы. На расстоянии метров 20 от берега глубина порядка 7-7,5 метров. Я поставил глубину около 7 метров. Делаем заброс, смотрим, если поплавок утонул из-за перегруза, который мы поставили, значит будем двигать наш узелок, увеличивая этим глубину. Делаем заброс метров на 5 дальше предполагаемой точки ловли. Открываем дужку, чтобы поплавок проскользил по леске до нашего узелка. Как только леска перестала сходить со шпули, дужку закрываем и ждем, пока поплавок или примет рабочее положение, или утонет. Сейчас мы видим, как он утонул.
Значит, выматываем, передвигаем узелок дальше от поплавка. Этим движением мы увеличиваем глубину и делаем так несколько забросов, пока наш поплавок не примет нормальное рабочее положение. На это время лучше не экономить, лучше потратить на это 10-15 минут, потому что очень важно понимать, где находится наша насадка. Мы можем просто с рыбой разминуться в горизонтах. Бывают, по классике у нас должно 5 сантиметров нашего поводка, крючок лежать на дне. Но бывают случаи, когда мы неправильно промерили глубину, и он у нас находится над дном, может быть 10-15 сантиметров. И рыба просто плавает под нашей насадкой и не замечает ее. Вот сейчас мы видим, как наш совсем кончик поплавка скрылся. Значит, добавляем еще глубины. Вот поплавок занял наше рабочее положение. Значит, наши дополнительные дробинки оказались на дне. Теперь мы знаем, где у нас в толще воды находится подпасок. Мы запоминаем это положение. И теперь, в зависимости от того, чего хотим мы добиться, сдвигаем глубину на расстояние, равное нашему поводку. Я сегодня поводки использую 30 сантиметров, значит, мне нужно глубину уменьшить на 25 сантиметров, чтобы 5 сантиметров моего поводка с крючком лежали на дне. Соответственно, если вы используете поводки 40 сантиметров, нужно будет уменьшить глубину на 35 сантиметров. И еще самое главное, не забывайте, после того, как мы промерили глубину на нашей дистанции ловли, нам нужно отметить на удилище, сделать какую-то отметочку. Мы берем подпасок, прикладываем к концу удилища, находим наш узелок на леске и делаем маркером отметку напротив этого узелка. Это можно сделать любым удобным, можно что-то приклеить на удилище. Мне удобнее пользоваться маркером. Его потом, правда, сложно стереть, но зато вы всегда знаете, если с вашей оснасткой что-то случилось, вы всегда восстановите глубину в течение 1-2 минут. Для того, чтобы наша оснастка всегда приземлялась в одно и то же место, на одной и той же дистанции, мы на леске должны сделать отметку. Для этого мы используем маркер и не пользуемся клипсой. В отличие от фидера, мы ловим на леску, а не на шнур. И при поимке достаточно крупного трофея у нас может произойти неприятный обрыв, потому что не сработает просто фрикцион из-за клипсы. Поэтому нам проще пользоваться обычной меткой, которая не травмирует леску,
которая позволяет, если что, при какой-то поклевке крупной рыбы ослабить фрикцион и спокойно дать ей погулять, сделать первые рывки и вывести этот трофей нам в подсак. После того, как промерили глубину, самое время перейти к стартовому закорму. Для закорма я стараюсь всегда использовать рогатки, потому что лично у меня всегда точность с рогатки лучше, чем с бросания с руки. Рогатки есть разные, они отличаются все резиной, которая влияет на дальность нашего заброса. Вот красная рогатка — это примерно 20-25 метров, синяя рогатка 25-30 метров, зеленая рогатка 35 и дальше метров. Бывают еще рогатки с черной резиной. Черная резина — это порядка 50 и дальше метров. Для того, чтобы с рогатки закорм у нас производился всегда в одну и ту же точку, нам нужно лепить не шары, а колбаски. Причем стараться эти колбаски лепить все одинакового размера. Почему это важно? Потому что если они у нас будут разные по весу, по размеру, то и, соответственно, лететь они будут на разное расстояние. Поэтому это не сложно их слепить. Вот все, что у вас помещается в сжатую руку, вот это и будет наш правильный размер. Руки у всех разные, но вы же лепите их для себя, поэтому вот так это у нас выглядит. Для стартового закорма я слеплю порядка 20 таких колбасок, этого будет достаточно, а в процессе ловли мы уже будем смотреть на активность рыбы и на чистоту нашего докорма. Может так случиться, что нам нужно будет докармливать сериями из 2-3 колбасок, там, каждые 5 минут, каждые 10 минут. Мы уже будем смотреть, как рыба будет на это отзываться. Может быть, будем докармливать с частотой одна такая колбаска после каждой рыбы пойманной или после поклевки. Чтобы ускорить этот процесс, мы можем лепить 2 руками. Стартовый закорм у нас готов. Вот эти 20 колбасок сейчас мы отправим в точку ловли.
Друзья, мы вас познакомили с некоторыми азами мачовой ловли с скользящей оснасткой. Сегодня мы ловили на двух дистанциях. 25 метров это была дальняя бровка и 18 метров ближней бровки. На ближней бровке мы перешли на докорм с руки, при этом рыбка у нас укрупнилась, радовала нас своими поклевками на каждом забросе. А в следующей передаче мы с вами отправимся за трофейным карпом с мачевым удилищем, но уже с глухой оснасткой. С вами был Дмитрий Барсук. До встречи на телеканале Трофей.